Всем привет, за микрофоном Наемник. Сегодня я расскажу, что же делать на третьем уровне смотровой вышки. А точнее, мы разберем такие вопросы: где фармить материалы и компоненты, где искать снаряжение и другое об этом. Начнем с того, что на новых локациях вы сможете найти новое вооружение по типу Мосинки, Тундры, Блейза, новых пистолетов-пулеметов, разной брони, ну и так далее. Лучший способ познакомиться с новыми локациями и ее обитателями можно на блокпосте. Данная локация по факту имеет возможность продемонстрировать вам новый этап вооружения, брони, плюс новый вид врагов, с которыми вам придется в дальнейшем все время сталкиваться. Сильно углубляться в том, какой лут падает на тех или иных локациях, я не буду. Можете перейти в ссылки в описании, либо же в подсказке сверху на видео, где там все это подробно показано. Если кратко пройтись, то с помощью данной локации вы сможете поближе узнать о новых врагах, раздобыть очень ценный и нужный лут по типу нового пистолета-пулемета на 9 калибре, хорошую винтовку и самое главное, раздобыть новый военный бронежилет. Да и в общем локация требует мало припасов и локация имеет небольшие размеры. Второе место, где вам понравится, так это локация Черный лес. Мало того, что вы сможете выносить по 100 и больше еды за рейд, так еще сможете раздобыть новые винтовки по типу Мосинки, Блейза и Репитера. А также, если постараться, можно раздобыть самый мощный ствол в игре, а именно пистолет Лонгхорн. Если что, данный пистолет я уже разбирал, поэтому также можете перейти по ссылке, либо же в подсказке сверху. Третье место, в которое вам стоит также походить, так это локация Центр Краснограда, где вы также сможете найти новые стволы, ну и также, что самое главное, сможете найти большое количество компонентов. Что насчет локации Склады Тисы? Честно говоря, не сильно рекомендую туда часто ходить, так как локация не имеет ничего стоящего, кроме той же самой Мосинки, нового военного бронежилета, ну и также нового военного рюкзака, который на секундочку есть самым крепким в игре, вы больше ничего не сможете ценного найти. Локация к тому же имеет немаленькие размеры, достаточно затратная по еде и имеет сильных противников. Что самое главное, также вам не стоит забывать о таком месте, как онлайн-острова, а именно открытие второго острова, где вы сможете найти лут, который не встречается на локациях вашего уровня смотровой площадки. Как пример, вы сможете найти калаш, М4, вайгу и многое другое оружие и снаряжение. Теперь насчет фарма материалов и компонентов. Несмотря на насыщенность нового контента на локациях третьего уровня смотровой площадки, не осталось ни единого места для локации, которая подойдет для фарма материалов. Для того, чтобы вернуться к старому делу, вам стоит вернуться на ранние локации, а именно Малиновка. Что насчет компонентов, тут все ранее было сказано. На данном этапе лучшее место для фарма данного ресурса подойдет локация Центр Краснограда. Ну что ж, думаю, видео вам понравилось. Надеюсь, я помог ответить на самые часто задаваемые вопросы на данном этапе игры. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях по игре, мы их обязательно разберем в следующих видео. Ну что ж, а за микрофоном был я, Наемник. До скорого! Mama don't cry about the people, don't feel you over the